Многим хорошо известно изречение о цели жизни. Человек должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Такая триединая задача стоит перед каждым жителем Земли. Но не слишком ли она примитивна для современного человека? Такими задачами жили все расы вплоть до нашей. Но время меняет цели и ставит новые задачи, поэтому цивилизованного индивида не устраивают устаревшие аксиомы, и он устремляется в космос, пытаясь освоить другие планеты. Строит грандиозные мосты в десятки километров через моря, пробует создать искусственный интеллект. Каждого думающего человека стал волновать вопрос о смысле жизни. Многие задают себе один и тот же вопрос: для чего я живу? В чем состоит цель моего существования? Одни люди начинают размышлять об этом с юности, когда стоят перед выбором будущих вариантов жизни и когда будущее неопределенно. Другие приходят к данному вопросу в средние годы, имея опыт успехов и разочарований. Третьи обращаются к этому вопросу только в конце жизни, окидывая взглядом прошлый путь и раздумывая, правильно ли он был пройден. Молодые души об этом не размышляют, они просто живут и стараются получить от жизни максимум удовольствий. Убегают от скуки, трудностей и забот. Для них смыслом жизни является получение радости, поэтому они стремятся только к тому, что доставляет им удовольствие и счастье. А пути достижения этого они не выбирают, не задумываются, правильно ли он или нет, и часто пользуются тем, который проще, легче. Для таких душ отрицательная система расставляет множество ловушек, заставляя их нарабатывать карму, точнее кармические задолженности, увлекая их на путь соблазна, неправильных ориентиров, а иногда и явно негативных целей. Имеется еще другая категория душ, не думающих о смысле своего существования, а просто живущих полной, по их мнению, жизнью, самоуверенных, всем довольных, умеющих получать благо и крепко держать в своих руках свое положение. Это могут быть души, прошедшие много воплощений, накопившие материальный опыт. Одним словом, это души материалистов. Души, интересующиеся только земным, материальным, а духовная сфера их интересов ограничивалась в прошлом и в настоящем посещением картинных галерей и концертов. Они занимают хорошие должности или являются обычными квалифицированными специалистами, то есть это люди, которые нашли свое место в жизни. А нашли потому, что приобрели профессию, которая способна приносить доходы и позволяет благополучно существовать в этом мире в данных социальных условиях. Те, кто доволен своим положением, не задумываются о смысле жизни, потому что обеспеченность позволяет жить спокойно, размеренно, счастливо. Но это ограничивает устремление человека в познании того, что находится за гранью ощущений и видимости. Такой человек уверен в себе и в том, что он живет правильно, и ему нечего искать еще что-то для оправдания правильности своего образа существования. Можно сказать, что такие люди живут по своим программам, по одному из вариантов выбранного ими пути развития, и вместо поиска смысла жизни ставят перед собой определенные цели, достигают их и за счет этого совершенствуются и продвигаются вперед. Их нельзя осуждать, ибо они живут правильно, соответственно уровню своего развития. Единственное, что может однажды стать ошибочным у них, это остановка на достигнутом. Как только человек добивается благополучия, которое получает от достижения поставленной задачи, он перестает стремиться к чему-то новому, считая достигнутое достаточным. Именно благополучие не позволяет ему идти дальше и развиваться, потому что человек старается находиться в этом благе вечно. Он боится сделать шаг, чтобы не потерять все. Он начинает бояться всего нового, любых перемен, потому что те могут лишить его этого благополучия. То есть, когда человек достигает блага, оно превращается в тормоз для дальнейшего его совершенствования. И наоборот, когда человек достигает цели, но она его надолго не удовлетворяет, он начинает искать нечто другое. Неудовлетворенность настоящим заставляет человека искать новое, двигаться вперед, постигать неизвестное, идти ради него на риск. Поэтому это свойство неудовлетворенности в итоге превращается в мощную движущую силу развития. Таким образом, одни люди за смысл жизни принимают благополучие, спокойно размеренный автоматический стиль жизни, когда человек уверен, что завтра будет как сегодня, а послезавтра как завтра, и так изо дня в день, до их последнего вздоха. Молодые души за смысл жизни принимают постоянную погоню за удовольствиями, но фактически это оказывается тем же, что и у гонщиков за благополучием, так как и те, и другие одинаково стремятся ублажать свои ощущения, стараясь достигнуть комфортного состояния, но каждый на своем уровне. Для молодого человека комфортным будет состояние прослушивания его любимого рока с бутылочкой пива, а для пожилого человека комфортным будет наличие уютной квартиры с женой и ребенком, вкусным ужином и просмотром вечерних телепередач.
Разница между первым и вторым может быть при этом существенной. Молодая душа может вообще не развиваться, постоянно отклоняясь на путь соблазнов и удовольствий, ставя их во главу своей жизни. Это ошибочный путь. А более зрелая душа, прежде чем достигнуть блага как удовлетворения многих своих желаний и потребностей, должна будет выучиться, освоить профессию, добиться достижения ряда второстепенных целей. То есть, прежде чем достигнуть благополучия, она должна пройти определенный путь развития. И это благо фактически достается как заслуга, как поощрение за проделанный нелегкий путь. Но чтобы данное благополучие не превращалось в тормоз развития, человек должен умело и вовремя переходить от блага к духовному совершенствованию. Ведь он теперь имеет материальную базу, на основе которой можно покупать книги, учиться искусству, духовным практикам, одним словом, тратить деньги на свое духовное совершенствование. Если же позволяют способности и возможности, то можно организовывать школы духовного совершенствования и вовлекать в них других. Это уже более высокий уровень духовного развития, так как человек идет вверх не один, а тянет за собой целую группу последователей. Таким образом, он умело от одного смысла жизни, материального благополучия, переходит к следующему смыслу жизни – духовному. В этом случае соблюдаются тенденции развития, нет остановки, застоя, и выполняется главное условие любого существования – прогрессирование души. И здесь мы подошли к пониманию главного в существовании человека, а следовательно и главному в понимании смысла жизни. Смысл жизни каждого человека заключается в его развитии, в совершенствовании души. Развитие необходимо понимать как расширение интеллекта, рост матрицы качеств души, матрицы понятий, слов. Каждая матрица требует определенных действий от человека. На первый взгляд, понятие развития души трудно связать со смыслом жизни. Но давайте разберемся в этом. Смысл жизни в представлении человека – это то, ради чего стоит жить, и то, что наполняет его существование особым содержанием, осмысленностью, пониманием полезности своего пребывания на этом свете. Для думающего человека важно, чтобы его жизнь не была пустой. Вот чего он боится – жить впустую. Смысл жизни – это великая цель, которая достигается через ряд последовательных действий, через определенную работу ума и души. Смысл жизни – это та цель, которая охватывает все существование человека, от того момента, когда он начинает самостоятельно ставить перед собой первые задачи и кончая последними, завершающими его жизнь. Смысл жизни – это та цель, которая подчиняет себе все прочие меньшие цели, озаряет движение души к свету, вдохновляет человека на деяние и ведет к определенному итогу. Физически же это понятие человек разбивает на протяжении жизни на несколько целей. В юности у него одна цель, а соответственно и смысл жизни, например, стать знаменитым артистом. В зрелые годы возникает другая цель. Он стал уже знаменит, и теперь ему хочется материальных благ. Он желает иметь двухэтажный дом, дорогую итальянскую мебель, последнюю марку автомобиля, каждое лето отдыхать на Канарских островах. Но может случиться так, что в старости он это все потеряет, после чего придет к выводу, все это ничтожно, и поэтому он начинает искать новый смысл жизни, то, ради чего нужно жить дальше. Он посвящает себя Богу или начинает писать стихи. Смыслом жизни его становится служение Творцу или издание сборника стихов. И когда перед смертью он задумывается, так что же было настоящим смыслом его жизни, то прежде всего он видит, этот смысл постоянно менялся, и он не может сказать, что же все-таки было у него самым главным. Как актера его быстро забыли, материальные ценности он все потерял, а один сборник стихов не увековечит его после смерти. Подобный вывод приводит к глубоким разочарованиям. Любой смысл жизни оказывается временным и потому не способен удовлетворить его сознание. Однако человек, анализируя свою жизнь, забывает о главном критерии своего существования – развитии. Все временные цели служили ориентирами прогрессирования его души на определенных стадиях жизни. Благодаря им он постоянно двигался вперед, чего-то достигал, чему-то учился. Возможно, на первый взгляд его жизнь покажется пустой, потому что он не совершал ярких поступков, не делал никаких открытий, и у него отсутствуют великие достижения. Но если убрать большие сопоставительные величины и проанализировать его жизнь в деталях, то можно увидеть тайный смысл его существования. Этот тайный смысл заключался в его развитии. Он был послан на Землю в данное время, чтобы приобрести определенные навыки человеческого существования, научиться чему-то определенному, приобрести разные свойства, чтобы однажды превратиться в вечное существо, в высшую личность, строящую миры Бога. Даже незначительные навыки способны однажды
преобразоваться в высшие способности сверхличности. Так, анализируя свою жизнь, человек вспомнит, что до школы он учился лепить куличики из песка. А это первое владение материальными формами, постижение объема. Игра в футбол – это освоение движений, их целенаправленности. Далее он учился в школе и многое познал. Его душа накопила за данный период определенный багаж знаний. А если бы этого не случилось, душа его осталась бы пустой или заполненной незначительно. Ему пришлось бы удлинить свой путь развития на Земле, чтобы наполнить ячейки матрицы до того уровня, который ему дала учеба в школе. Часто, не замечая того, человек многому учится, многое познает. Его матрица заполняется определенным объемом знаний, соответствующих его уровню развития. Например, если он освоил за жизнь ряд профессий, то многому научился. А если дополнительно к этому он еще научился владеть кистью и рисовать простенькие картины, разбираться в технике, то это тоже определенный багаж знаний. И надо не забывать, что семья тоже многому учит человека, если она у него имеется. Она учит любить, заботиться о других, ответственности, долгу, умению хозяйничать, распределять средства и многому другому. Все это в совокупности обогащает человека знаниями современного бытия, учит взаимодействовать с различными возрастными категориями людей. Следовательно, смыслом жизни такой души является освоение обычных человеческих ситуаций бытия. Молодой душе рано думать об открытиях глобального масштаба, потому что для этого сначала надо наполнить свою матрицу определенным составом знаний. Без внутренних предварительных накоплений не делаются открытия, изобретения, не создаются шедевры материальной и духовной ценности. Поэтому для большинства молодых душ смысл жизни заключается в познании азов, человеческих взаимоотношений, начальных учений и просто знаний современной жизни, добра и зла, их отличий. Однако у некоторых из них могут быть миссии подвигов в военных ситуациях, а в миссию отрицательных индивидов часто входит развращение молодых душ. Надо не забывать, что миссии бывают как положительные, так и отрицательные, а соответствующими будут и их смыслы жизни. Представьте, что у какого-то отрицательного индивида, работающего от минусовой системы, смыслом жизни может быть внесение помех и трудностей в деятельность и судьбу положительных индивидов. Но вернемся к положительным душам. На начальных уровнях развития основной смысл их жизни состоит в познании всего, что способна душа понять и освоить на данный момент. Таким душам рано говорить о великих целях и миссиях. Прежде чем они их получат в последующих воплощениях, они должны приобрести определенный багаж знаний, заполнить матрицу нужными энергиями. Но их готовят к этим будущим миссиям с начальных этапов развития. Но не всякая душа оказывается трудолюбивой и целеустремленной. Многие уклоняются на путь соблазнов, другие ленятся, задерживая свое развитие по времени, третьи встают на путь деградации. Но те, кто все-таки удерживается на положительном пути, обязательно в будущих воплощениях проходят ряд миссий, полезных для того народа, в который их воплощают на какой-то период времени. Ведь человек обязан научиться разумно руководить другими людьми, заводами, предприятиями, понимая все их экономические, технические, энергетические связи и потребности, перспективы развития и так далее, чтобы производство и коллектив процветали, а не были бы загнаны, как лошади на скачках, или превращены в группу, из которой высасывают все жизненные соки, а затем выбрасывают за ненужностью. Такое паразитическое отношение к людям и производству, к земле и ее ресурсам свойственно представителям отрицательной системы и тем, кто не понимает, что творит. А некоторые положительные индивиды, ввиду своего непонимания ряда процессов, подражают им в подобного рода деятельности и зарабатывают кармические последствия. Отрицательные индивиды выдвигают ложные ориентиры, цели и нечестные пути их достижения, а неразборчивый и малодумающий положительный индивид, принимая их за образец для подражания, в итоге запутывается в жизни. У среднеразвитых душ миссий больше. То есть, если для низких уровней людей основным смыслом жизни является учеба, освоение планов бытия человеческого существования, то для средних появляются более разнообразные миссии. Перед ними ставят задачи работать на других людей, объединять их в группы какими-то целями. Понятие «миссия» тесно связано с понятием «смысл жизни», поэтому мы их ставим рядом. Человек привык воссоединять слово «миссия» с чем-то огромным, важным, необходимым всему человечеству. И это понимание он взял от миссии Христа. Христос – миссионер, спасающий все человечество. Его миссия действительно велика. Но у многих людей, точнее у 60% населения, имеются тоже свои миссии, только меньших масштабов.
Однако, несмотря на то, что они кажутся небольшими и частными, они играют огромную роль в масштабах всего человечества и в планах Бога. Возьмем любой город. В нем имеются руководители производств, школ, учителя, представители власти города, культуры, торговли. Все они организуют жизнь населения города, дают ему работу, а значит средства существования. Обучают молодое поколение. Торговые работники поставляют населению питание, одежду, предметы быта и прочее, обеспечивающие нормальные жизненные условия, комфорт, предметы для обучения, начиная от школьных учебников и кончая музыкальными тетрадями, инструментами, кистями и красками. Разве можно говорить, что они живут впустую? Они стоят на служении своего народа. Конечно, подобная миссия может показаться скучной, неинтересной, но она является необходимой. Не все миссии романтичны, но все полезны. Также можно поставить и вопрос о том, насколько честно и правильно люди выполняют свои задачи. Если правильно и честно, то душа их приобретает одни качества. А если их целью является не служение народу, а наполнение своего кошелька, то человек встает на отрицательный путь развития или зарабатывает себе отрицательную карму. Все может иметь смысл жизни, если служит совершенствованию души человека. Одна женщина спросила нас: «Для какой цели мне дан пьяница муж? Я с ним всю жизнь бьюсь, а перевоспитать не могу. Но и выгнать его жалко. Так в чем же смысл жизни у этой женщины, и если он у нее вообще?» Да, у нее есть и смысл жизни, и миссия, и они имеются у всякой женщины, попавшей в аналогичную ситуацию. Их миссия состоит в том, чтобы удержать данную молодую душу мужа от полного раскодирования или передачи ее в отрицательную систему. Представим, что было бы, если бы женщина выгнала своего мужа. Понятно, что данный человек являлся пропоицей не всегда. Женщина вышла замуж за нормального молодого человека, и какое-то время он держался правильно. Потом, в силу каких-то обстоятельств, он не выдержал данных ему испытаний и увлекся вином. Ему в программе жизни были вписаны варианты: выбрать путь пьянства или пойти дорогой трезвенника. Но он выбрал путь деградации. И жена не смогла повлиять на его выбор, хотя те, кто дали ей такого неустойчивого в качествах мужа, надеялись на это. Возможно, она не использовала все средства, которые могли бы заставить его противостоять соблазну, а возможно, муж просто не смог встать на путь исправления из-за недостатка силы воли. Но раз это все-таки случилось, то следующая задача для женщины состоит в удержании мужа на каком-то определенном уровне, чтобы он не скатился еще ниже. Если она его выгонит, он станет бомжом. После этого никто уже ему не будет запрещать пить, и он покатится до последней ступени возможного падения. Из его жизни исчезнут промежутки, в которых он бывает еще нормальным. Такая душа часто бывает навсегда потеряна для Бога. Ее раскодируют. Но если женщина будет терпеть его в семье, она поможет ему сохранить человеческий облик, какие-то положительные качества, и тем самым спасет эту душу для Бога, для положительной системы. А сама она при этом заработает большой плюс за великое терпение. И в следующей жизни ей обязательно дадут хорошего супруга, а материальное благополучие станет для нее поощрением за проделанную в прошлом работу. Хорошие мужья и жены так просто друг другу не даются. Их надо заслужить какой-то проделанной в предшествующей жизни работой или собственным развитием. Во многих семьях часто один из супругов является воспитателем, а другой склонный к соблазнам воспитанником. И смысл жизни воспитателя состоит в постоянной работе над сознанием своего неблагополучного супруга, что проявляется в постоянных выговорах, анализе происшедшего и так далее. У каждой супруги или супруга свои методы воздействия и воспитания. Так что смысл жизни человека иногда заключается в удержании другого человека от окончательного падения. Возможно, такой смысл жизни покажется ничтожным, но это не так. Это великая задача, поставленная высшим перед вторым супругом. Удержать чью-то душу от раскодирования, от уничтожения и вернуть ее Богу. Ведь Он тратит на развитие каждой души огромные средства и время. Так что такой смысл жизни имеет для высших большое значение. Это не просто спасение человека, а спасение души в ее эволюционном развитии. Многие люди говорят: «Я чувствую, что мне предназначена какая-то миссия на Земле, но не пойму, в чем конкретно она заключается». И чувство их не обманывает. У них действительно есть миссия. Единственное, в чем они могут ошибаться, в том, что они будут ждать миссию в мировых масштабах. Она может оказаться маленькой, частной, но маленькой и смешной, например, воспитание пьяницы, она может показаться только в глазах людей. А для высших любая миссия имеет космическое значение. И она столь же необходима Богу, как и великая миссия Христа. Ведь и в маленькой, и в большой миссии речь идет о спасении души человека, величайшей ценности Творца.
Миссия – это тоже смысл жизни. То, чему человек посвящает всю свою жизнь, ради чего послан на землю. Так что смысл жизни может быть самым разным. Каждый руководитель какой-либо группы людей, деятели искусства, режиссеры, бригадиры, военачальники и каждый рабочий имеют свое предназначение, соответствующее их уровню развития. Взять простого рабочего, всю жизнь проработавшего на заводе. Разве у него нет предназначения? Он послан на землю не только чтобы учиться для себя, но и для того, чтобы создавать материальные ценности для других людей. Что значит завод без рабочих специалистов? Это пустое, мертвое помещение. А чтобы завод нормально функционировал, ему требуется конкретное число специалистов разного профиля. И поэтому, если свыше в каком-то городе планируют строить завод по выпуску некой продукции, то заранее подбирают для него нужное число душ соответствующего уровня, которые должны будут работать на нем. Им в программы вписывают данную деятельность, одним выборочно, то есть они могут выбирать, работать ли здесь или идти куда-то в другое место, а другим жестко, без права выбора. У последних, как говорится, по судьбе написано работать на данном заводе до конца жизни. И в этом смысл их жизни. Благодаря им завод будет существовать длительное время. И разве можно сказать, что у них незначительная миссия, ничтожный смысл жизни? Нет. Они приносят огромную пользу другим людям, и поэтому смысл их жизни – добросовестно трудиться и радовать других своими изделиями. Так что кажущийся малым смысл жизни рабочего – научиться делать определенные детали и обеспечивать ими производство – превращается в итоге в значительную задачу, решение которой способствует нормальной работе всего завода и обеспечивает население необходимой продукцией. Без добросовестных тружеников цивилизация не обладала бы ни благами, ни техническими достижениями, потому что мало уловить идею свыше по созданию, например, космического корабля. Ее надо суметь воплотить в реальность, в деталях. А для этого понадобится еще тысячи рабочих и специалистов разного плана, чтобы построить корабль и запустить его в космос. И для этой цели все они будут посылаться в данное место Земли и рассредотачиваться по времени, чтобы, как того требует практика существования данного корабля, строить его, запускать и управлять им. И у каждого человека в этом общем деле будет своя индивидуальная миссия, слагающая одну общую миссию – запуск корабля в космос. У многих людей смысл жизни кажется незаметным, неярким, но он просто необходим для других. Смысл жизни пекаря – печь хлеб, швеи – шить одежду, фармацевта – снабжать лекарствами больных. Раз они выбрали эти профессии, значит, те были вписаны в программу их жизни, а данные личности полностью следовали своей программе. Никто не может пожелать того, что не вписано в его программу как возможность реализации. Пушкину, например, не захотелось сочинять музыку, а Моцарту рисовать картины, потому что это не было целью их программ. У каждого из них имелся свой смысл жизни, запрограммированный свыше, и они следовали ему. Но, повторяем, для таких миссий, которые они несли, предварительно нужно было многому научиться. Чтобы стать гением, надо несколько воплощений добросовестно учиться какому-то конкретному делу. Поэтому смысл жизни для многих простых душ состоит в учебе, в постижении теорий и практик, в оттачивании до совершенства своих душевных и прочих качеств. Все это поможет человеку быть нужным и полезным для других и каждый раз выполнять свою миссию в полном объеме. Перед человеком стоят большие цели, он должен вырастить детей на смену себе, сделать что-то для семьи, для других людей, работая на заводе или в любом общественном месте, и тем самым служа человеку и обществу. Он обязан воспроизвести энергию для себя, для высших, Земли и поучаствовать в круговороте энергии в Солнечной системе. Даже не ведая этого, он участвует в грандиозных процессах космоса, а поэтому его жизнь не может быть пустой, если он просто честно и скромно живет. Другое дело, если он начинает деградировать и идет против законов человеческого общежития. В этом случае он начинает выбывать из цепи возложенных на него космических и человеческих обязанностей и превращается в сорняк, которые вырывают навсегда из кругооборота жизни. Бывает, душу посылают на землю с единственной целью – помочь какому-то одному человеку, вывести его в нужную минуту из тупика и после этого умереть. То есть смысл жизни заключался в оказании помощи другому. Так что не стоит особо мучиться в поисках своего особого смысла жизни, а надо просто добросовестно относиться к любому делу, которое тебе поручают. Надо учиться всему, что ты в состоянии постигнуть. Ибо главный смысл жизни любого человека, начиная от дворника и кончая президентом, заключается в его собственном развитии через служение своему народу.
А через это развитие происходит в итоге совершенствование Вселенной, Бога, мироздания. Через малое прогрессирует большое. Жизнь прожита не впустую, если человек что-то познал для себя и сделал что-то полезное для других.